Раскрыт заговор военных против власти, облавы и задержания по всей стране. Все на ушах. Попытка госпереворота. Президент назначил дочку главой администрации. К чему готовятся? Трамп слил личную переписку с одним из мировых лидеров и выругался матом в прямом эфире на весь мир. Что происходит с президентом США и что это значит для всех? Иран срочно просит защиты. Кто отозвался и решил помочь Тегерану? Все подробности расскажем. Финляндия решилась на фундаментальный и исторический шаг. Как обезопасить себя от России? Найден необычный ответ. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Трамп снова в центре внимания. Говорит, мир за границей достигнут, теперь нужно у себя дома порядок наводить. И улетел в Европу. Направляюсь на саммит НАТО, и даже в худшем случае там все будет куда спокойнее, чем то, через что я только что прошел с Израилем и Ираном. С нетерпением жду встречи со всеми моими замечательными европейскими друзьями, и не только. Надеюсь, удастся многого достичь. Кроме того, президент США сливает в сеть переписку с генеральным секретарем НАТО, в котором Марк Рютте поздравляет Дональда Трампа с, цитирую, «решительными и экстраординарными действиями в Иране», ну и желает хорошего полета на саммит в Гаагу. Но и это еще не все. Дональда Трампа еще раз номинируют на Нобелевскую премию мира, теперь за якобы разрешение ирано-израильского конфликта. Я напомню, несколькими днями ранее, и мы говорили с вами в предыдущих выпусках «Нехта Лайф» об этом, правительство Пакистана номинировало Трампа тоже на Нобелевскую премию мира. По всей стране идут задержания военных, которых подозревают в подготовке к госперевороту. Операция развернута по всей стране. Аресты идут в 43 провинциях, включая мегаполисы. Уже задержано 158 человек. Остальные в розыске. Цель – якобы выявление связей с движением ФЕТО, которое в Турции считают террористической сетью Фетхуллаха Гюлена. Это не первая волна зачисток. Предыдущую попытку так называемого военного заговора с участием 63 человек турецкие спецслужбы заявили еще 23 мая. По данным следствия, только за последние годы благодаря такой методике было выявлено более 28 тысяч подозреваемых, 26 тысяч задержаны, почти 10 тысяч арестованы, около 14 тысяч отпущены под контроль и еще 2400 в бегах. Теперь удар куда масштабнее и громче. Среди подозреваемых офицеры высокого ранга. В Измире 2 подполковника, майор, 5 капитанов, 5 лейтенантов, 59 сержантов-специалистов. В Стамбуле 11 полковников, 16 подполковников, 46 майоров, 27 капитанов, 5 лейтенантов, сержанты, бывшие курсанты закрытой военной школы. Речь идет не о рядовых, это действующие офицеры, работающие в армейской системе прямо сейчас. Их подозревают в связях с группировкой Гюлена, как называют ее в Турции, через особую схему. По версии следствия, гражданские кураторы общались с ними через контактные телефонные автоматы в магазинах, киосках, у платежных терминалов, якобы маскируя организационные связи. Любопытная статистика. Около 37 задержанных дали признательные показания и рассказали о внутренней структуре ФЕТО. Иран поставляет Путину дроны-убийцы, а в ответ получает обещания и отговорки. Пока российская армия использует иранские шахеды для ударов по украинским городам, сам Иран остается без прикрытия, под ударами Израиля и в поиске хоть какого-то щита от воздушных атак. Единственный адресат, к которому Тегеран может обратиться за помощью в области ПВО, это Москва. Но и та все чаще отводит глаза. На этой неделе глава МИД Ирана Аббас Аракчи лично прилетел в Москву. Он встретился с Владимиром Путиным и, по данным The Wall Street Journal, попросил передать Ирану новые системы ПВО и помочь восстановить разрушенную израильскими ударами инфраструктуру, включая объекты, связанные с ядерной энергетикой. Путин развел руками, дескать, предлагали ПВО раньше, вы не захотели. Кроме того, договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, как вдруг выяснилось, военной помощи не предусматривает вообще. А Песков пообещал максимум гуманитарную помощь, и то, если попросите. А в
Европе именно в этом моменте увидели решающий поворот, который заставит Иран вступить в переговоры. Мы уже сделали это в Женеве в ходе переговоров, которые длились несколько часов, как я только что сказал, но пока без успеха. Однако Иран своим военным ответом, который, конечно, следует осудить, показывает, что он не будет наносить ответный удар настолько сильным и неконтролируемым способом, чтобы неизбежно привести к дальнейшей эскалации. Тем самым он косвенно демонстрирует определенную готовность к переговорам. До сих пор Иран был готов вести переговоры только с нами, европейцами. Тем временем Израиль уже уничтожил в Иране все комплексы С-300, поставленные ранее Россией. С-400, которые Кремль обещал, так и остались в рекламных буклетах. Су-35 не поступили. Ми-28 ждут. Единственное, что реально получил, это учебные самолеты Як-130. Узбекистан может пойти по пути Туркменистана, где трон унаследовал сын Бердымухамедова. Теперь в Ташкенте заговорили, династия начинается. Президент Узбекистана воскресил старую должность и тут же посадил туда свою дочь. Ни министра, ни технократа, а наследницу Саида Мирзиёева стала главой администрации президента, поста, который год назад был официально упразднен. Теперь снова введен. Указ подписал лично ее отец Шавкат Мирзиёев. Политологи недвусмысленно намекают, сценарий Туркменистана вполне реален. Там Гурбангулы Бердымухамедов передал власть сыну. В Грузии новая волна политических репрессий. Лидера оппозиции Георгия Вашадзе осудили на 7 месяцев тюрьмы. Прямо на рабочем месте, в офисе своей партии, он был задержан. Формальный повод – неявка в парламентскую следственную комиссию. Но оппозиция уверена, дело шито белыми нитками и имеет одну цель – зачистить поле перед выборами. Суд в Тбилиси также запретил Вашадзе занимать любые государственные посты на ближайшие 2 года. Сам он на оглашении приговора не присутствовал, очевидно, не ждал ничего справедливого. Но все началось не с него. Буквально накануне подобные приговоры получили еще 3 оппозиционеров. Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Зураб Джапаридзе. Сразу 3 под копирку. Становится очевидно, дело не в протоколах, а в политике. Все громче звучат обвинения в адрес правящей партии «Грузинская мечта», которую оппозиция прямо обвиняет в авторитарных методах. Репрессии идут по нарастающей, и, судя по всему, это только начало. Финляндия достраивает стену от России. На восточной границе страны, в районе пограничного пункта Вартиус, уже появились первые километры заградительного забора. Это не символ и не жест. Это реальный физический барьер между Западом и Россией. Всего в пограничном районе Кайнуу будет 18 километров, разделенных на 8 различных целевых зон. Мы постоянно совершенствуем нашу тактику. Например, патрулирование с собаками. Мы можем использовать их в разных районах, потому что здесь, где стоит заграждение, в них нет необходимости. Это лето является своего рода испытательным периодом. Мы тестируем и пробуем разные тактики, а затем выберем лучшую. Это непрерывный процесс совершенствования нашей тактики. План прост. К 2026 году возвести почти 200 километров укрепленной линии, которая пройдет вдоль самых уязвимых участков общей границы длиной в 1300 километров. Пока строительство идет в Кайнуу, регионе, через который в последние месяцы пытались прорваться мигранты, в том числе, как утверждают финские власти, с участием российских спецслужб. К тому же 5 стран готовы заминировать свои границы, чтобы создать защитный от России пояс. Это Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. Накануне саммита в Гааге президент Словакии Петер Пелегрини дал понять, Братислава не будет вставлять палки в колеса союзникам по вопросу увеличения оборонных расходов, но и не готова подписываться под все условия вслепую. Словакия не возражает против общего курса на наращивание оборонного бюджета, но будет двигаться в своем темпе, без жестких обязательств и без резких скачков. Slovenská republika. Словакия не будет препятствовать достижению консенсуса между всеми государствами-членами НАТО. Это означает, что если все участники, которые завтра сядут за стол переговоров, согласятся принять эту декларацию, Словакия не будет единственной страной, которая выступит против нее. Наоборот, мы позволим нашим союзникам увеличить свои расходы на оборону в темпах, которые они сочтут целесообразными. Если в 2025 году оборонные расходы и превысят отметку в 2% от ВВП, то эти средства, по словам Пелегрини, пойдут исключительно на проекты двойного назначения. То есть не только военные, но и с гражданской пользой. Инфраструктура, кибербезопасность, логистика и так далее.
Пока ЕС принимает 18-й пакет санкций против России, подтягиваются санкции против Беларуси. И все это вместе должно подействовать, считают европейские политики. Эксклюзивно для Нехта министр иностранных дел Литвы. Что касается санкций в отношении Беларуси, как вы все знаете, Лукашенко освободил еще 14 политических заключенных, но мы не должны воспринимать это как реальное намерение изменить ситуацию. Что касается политических заключенных, как мы знаем, их в 100 раз больше. В настоящее время в тюрьмах находится около 1300 политических заключенных. Кроме того, за последние полгода Лукашенко заключил под стражу больше людей по политическим мотивам, чем освободил. Поэтому мы не видим никаких оснований для снятия санкций с Беларуси. Напротив, мы должны синхронизировать их с санкциями, введенными в отношении России. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца. И спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас с вами становилось больше. Прекрасного вам дня и продуктивного тоже. На этом все. До новых встреч и хороших вам новостей.